Женя, привет. Добрый, Виктория. Сегодня мы приготовили такие темы. Интересующий вопрос, который всплыл у астрономов и у наших зрителей. Что за объект летает в нашей Солнечной системе? Его назвали 3i Atlas. Он довольно необычной скорость имеет и необычно входит в нашу Солнечную систему. И судя по тому, что говорят, он изменил скорость. То есть траекторию там изменил. И некоторые считают, что это какой-то искусственный объект, пришелец из каких-то других систем. Вот, Мгм. хотелось бы посмотреть, что это за объект, из чего он состоит, откуда он прилетел и что делает он в нашей Солнечной системе. Мгм. И дополнительный вопрос, если у нас останется время, я хотел бы еще взглянуть на наш спутник Луну, на его форму, тоже из чего он состоит, и есть ли от Луны какие-то воздействия на Землю. Потому что из наших сеансов мы много раз видели, что, во-первых, там он покрыт какой-то голограммой в эфирном пространстве, поэтому я так думаю, что, возможно, оттуда как с параболической антенны какие-то излучения могут использовать какие-нибудь нехорошие сущности. Если будет время, хотелось бы очистить. Мгм. Хорошо? У меня столик тут с водами. Как я его поставила прямо под этим самым, прямо под ногами. Но мне удобно, потому что тут мои вещи лежат. Хорошо, я это все повырезаю, мою болтовню, конечно же. Сейчас телефон выключу. Раз. Мгм. Потом вот телеграм нужно выключить. Два. Мгм. Потом мы посмотрим это. У тебя времени не будет. Ну, давай на следующий день тогда будем с английским языком разбираться. Не все сразу. Ну, как получается. Ну да. Оно, Мгм. ты знаешь, вот я думала про английский язык. Дело в том, что это нужно вывести. Как его можно знать, как можно заговорить, если нет, э, то есть нету всей цепочки его закрепления. То есть на физическом уровне, например, когда я читаю текст, я его понимаю. Где-то какое-то слово не понимаю, я там его перевожу, смотрю. Ну, когда я глазами смотрю. Но Да, когда это я, ж несколько... когда я Мозг делает несколько операций. Дело в том, что у нас же ж есть моторная память. Язык не поворачивается. Знаешь, как я учу английский сейчас? Я по 100 раз повторяю вот просто эти фразы для того, чтобы язык поворачивался во рту. Мгм. Потому что мне off, оно мне все равно. Мой язык меня запутывает, потому что мне нужно сказать of allegiance, а я могу сказать or. То есть или вместо того, чтобы. О, м, Ну, понимаешь, да, к примеру? да. То есть это я не понимаю, как это работает, что это можно как-то активировать. Можно активировать центр языковой, потому что у нас, ну, его сначала нужно сформировать. Во-первых, если это говорится о том, чтобы подключиться к какому-то пространству, языковому, скажем так, потому что наше, ну, мы устроены, вот представь себе гантелью, да? С одной стороны это наш разум, а с другой стороны это вот это общее пространство. И чтобы туда подключиться, то есть нужно вот этот канал настроить. И вот это нужно рассмотреть. А кто туда может войти? Есть ли какие-то ограничивающие убеждения? То есть все эти преграды, они имеют многоуровневый слой, то есть на уровне сознания. То есть
я не могу открыть это, если я думаю об этом и думаю, так это невозможно. Ну, невозможно просто взять и английский язык там себе закачать в голову, да? Ну, смотри, бывает достаточно много случаев, когда с человеком что-то случилось, и он может делать даже на уровне навыков появляются какие-то навыки, которые он раньше не делал. М, То есть Навыки. даже на моторном случае он что-то начинает делать, там мастерить или что-то. Бывали такие случаи. Даже вот этот Татавала, например, которая там сотни языков начала это. Причем эти языки, которые, они мертвые даже какие-то она знала. Даже, например, язык там, ну, к примеру, немецкий, да, например, который она будет говорить, то она не современную форму его знает, а та, которая была там 100 или 200 лет назад. То есть какой-то вот этот слепок информационный, которым уже опыт хранится и с моторикой, это он уже, не знаю, как-то Ну, смотри, я встраивается. это буквально вот это сейчас прямо это вижу, как это работает. Я задала себе вопрос, вот, а как это у меня происходит, когда я слышу иностранные языки? И я прямо вижу, как я это ну, как это происходит. Буквально моя телепатическая, как ручка отсюда, вот, как лапка такая кошачья с такими мягенькими этими, она вот так вот подходит и считывает общую информацию. А для того, чтобы для того, чтобы этот язык овладеть им, нужно туда зайти, внутрь, сломать какие-то коды. Вопрос, как это работает, зачем это работает, могут ли это люди делать, законно ли это, экологично ли это, ну и так дальше. То есть это многослойная такая многогранная тема. Хорошо, к следующему сеансу подготовимся на эту тему. Да, Интересная интересно тема, посмотреть. которая уже давно, в принципе, интересует. Мгм. Но сейчас займемся этими двумя объектами. Окей-доки. Так, меняем очки на телевизор. Мгм. Так. Мгм. Ты А, свет притушила? нормально. Мгм. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Мгм. Сейчас отсоединись от всех и всего. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирный объект 3i Atlas, которым так называют наши ученые. 1, 2, 3. Я увидела такой продолговатой формы объект, неровный. Он как камень большой. Вот, даже могу нарисовать, как он выглядит. А, Вокруг него находится а, как сетка энергетическая, Мгм. ну, такого светлого, м, считывается Так. уровня. М. Внутри этот объект очень черный, и от него идет портал в сектор интерферента. А, Как Мгм. привязан, да, то есть к энергетическому полю. Э, Так. Энергия, она по ментальной карте, это энергия как будто, ну, в секторе интерферентов и в секторе духов, вот с этой стороны, и как море бушующее такое.
волны огромные черные. Сейчас я посмотрю. А, еще что? Мгм. У этого объекта есть защитный купол, то есть такой шар вокруг. От этого шара считывается энергия слизняк, а от этого шара идет подключка такого, как сопли, Мгм. в сектор магии. Вот Так. эта оболочка энергетическая. Также у этого объекта есть, э, оно считывается вот здесь, ну, как бы а, цели предназначения. В Мгм. секторе магии находятся, я слышу, полевые структуры. Я вижу, там идет исследователи космоса, заглядывает как в подзорные трубы. А, Эти исследователи, где они находятся? Исследователь, они находятся в секторе магии по отношению к этому объекту. Даже не к М. объекту, а именно вот как бы вынесено за, как бы в секторе жертвоприношений, вот там. То есть программ жертвенности за куполом, за этим шаром круглым. А также я вижу, что ниже этих исследователей находятся какие-то черные фигуры, а, то есть магическая энергия, эзотерическая. Мгм. То есть Вот. И они то есть связаны, ну, вот эти фигуры, м, они связаны с этим бушующим морем. И эти фигуры, сейчас я посмотрю, кто. Они черные, но у них лица закрыты масками, как фехтовальными сетками. мгм. Так. Такие же сетки, как вокруг этого объекта. Сейчас я спрошу, Так. кто они. Мгм. Они считываются нагнетатели страха. Это Мгм. человеческие существа, но вот эти энергии черные, это они имеют человеческую природу, это люди на Земле. А вот эти маски, Мгм. сейчас какой образ идет, что как будто бы снимают эту маску кто-то, вот, то есть человек как будто бы продавлен внутрь этой фигуры черной, как в шубе. Это Так. маска. Снимают маску, маска снимается, и молоток из сектора жертвоприношений как будто бы бьет эту маску и разбивает. А внутри человеческая природа, считывается конфьюз. М. э, Так. Ну, сейчас разберемся. да. Так, значит, вот этот объект, м, давай на него еще посмотрим на физическом уровне, как он на физике, выглядит и из чего состоит. Переключи внимание, Виктория, на физический уровень. И я вижу, мне идет пламя. Вот я как бы прохожу, я вижу пламя. Там Мгм. есть пламя, и он как будто бы вот так, как расходится вокруг него, такие волны идут. Ага. Вот. Пламя, вот эти М. волны. Дальше какое-то вещество твердое, Мгм. похоже на такой металл, но какой-то интересный.
А, это редкоземельный Мгм. а, материал. Земельные элементы. Мгм. Не земельный, а в смысле, что какой-то уникальный, редкий. Ага. Ну, Это для не нашей земного Земли. Мгм. происхождения. Но вот это, смотри, это же метафора идет. У нас редкоземельные, а, Те, которых мало и редко которых мало, встречаются. которые уникальны, да? Мгм. Которые как бы не характерны. И вот с этого там идут какие-то, подожди, формулы длинные такие. Мгм. Сейчас. Какие основные элементы у этого объекта? А металл, Феррум, ст- стронций, франций. э, а, Мгм. Так, ну хорошо, Виктория, а считай информация. Этот объект имеет искусственную, то есть он построен искусственно или это природное образование этой глыбы? оно считывается как натуральный. Мгм. И сейчас просто энергетика разная, а структура. Мгм. Ну ладно, что такое информация? Откуда он прилетел? Он имеет отношение к нашей Земле. а, Он как бы притягивается к Земле, эм, а прилетел. Я вижу такой вихрь черный. Мгм. ам, Какого-то созвездия или... Я вижу удар. Так, что это за событие, когда произошел удар? Насчитывается обломок. а, Мгм. как планета. Удар о планету. И Мгм. планета такая, как наша Земля. Это произошло в Солнечной системе, то есть та планета, о которой был удар, она находилась в Солнечной системе? Мне идет почему-то опять второй раз уже Кашмир. Вот. То есть это какая-то другая Не-не, подожди, звездность? подожди, Да. не запутывай меня. Да, я Мгм. по это самое. А, Это такое, как будто бы сейчас, но трудно диагностируемое. Мгм. А, Мы же, оно такое идет, как будто бы оно вылетело из Земли, полетело, а потом почему-то возвращается. Ну, мне так и шло, да. А, и я вижу удар, Мгм. считывается как земные геологические процессы. Я вижу удар, столкновение с Мгм. метеоритом. Вот. А что это И за планета, с которой, ну, частью чего был этот, часть, которую мы рассматриваем? я вижу такая планета, она просто висит в пространстве. ам, Мгм. И так все спокойно, она такая. И этот объект летит, и
ее прошивает вокруг. Вот так, опять идет Кашмир. Вот там, где Кашмир, это как будто наша земля. Вот она спокойная, все такое гармоничное. Она прямо, знаешь, как такое настроение, как такое спокойствие ранним утром бывает. И ты ни о чем не думаешь. И такое солнышко всходит. Вот такое очень спокойное. А этот объект вот так буквально прошивает. Она просто висела вот так. Мгм. А потом она закрутилась после этого удара. Она почему-то начала крутиться. И я слышу, сбилась с орбиты и начала кувыркаться эта планета. М. А этот вылетел, как бы пробил. Мгм. Он даже, может, не пробил, а как будто кусок. а, Ну, скользнул. Нет, он не скользнул. Он как будто бы выбил кусок земли, даже на гранита. Мгм. Это металл. а, И А ты оно видишь? полетело, и я вижу, что когда в эфирном плане, это оно оказалось в руках интерферентов. То есть там опять я вижу этот огонь в секторе интерферентов. То есть этот объект имеет паразитическую энергию в себе, то есть интерферальную, Мгм. угрожает. Виктория, а И вот этот объект, который прошил Землю, он остался на Земле или тоже улетел? сейчас я посмотрю. Мгм. Мне почему-то идет, что это было 36 миллионов лет назад. Ого. Я даже цифры вижу. А, Он передал инерцию. Я вижу, что вышла какая-то плазма а, из Земли. Она вышла. И также раскаленный металл, магма Мгм. вышли из... То есть он дал инерцию, а сам остался жить в планете. Он как будто бы сел, считывается как король. Мгм. Вот так в поза такая, как бандит какой-то. Мгм. Значит, А, часть, которая прилетела, она осталась в Земле, а часть, которая вылетела из Земли, она вот эти 36 миллионов лет крутилась с каким-то орбитой и вновь сейчас прилетела. И да, и я вижу, что вот это она как летит, возвращается обратно, как мне сразу шло с самого начала вот этот принцип бумеранга. То есть возвращается обратно. И там вот эта плазма, которая вылетела, она имеет энергию, как эти живые шарики, молнии во время грозы. Это тоже такая же энергия, но она живая. И она разумная, эта энергия. Она имеет глаза, я вижу. Я считываю, что она социализирована. То есть она коммуницирует. Она живая. У нее Мгм. есть сознание. Она помнит свое происхождение и возвращается туда, откуда она вышла. Понятно. Так, хорошо, Виктор, вернись к тому моменту, когда вот этот объект прошил Землю. Давай посмотрим, что это за объект, который прошил Землю. Что это за энергия?
образуется какое-то, я слышу, магическое взаимодействие, то есть манипуляция. А, в этом вот треугольнике, который черный образуется во время прошивания планеты, получается вот это как будто бы тарелочка над этим а, острием, ну, энергия вот так как будто бы входит, и М, такая образуется как тарелочка черная, ну, как блюдечко, скажем так. На этом блюдечке образовывается фигуры начинают оживать. То есть вот это, оно опять считывается как металлическое, и образовалась как живая субстанция, живое взаимодействие с планетарной системой. м, Мне идет, что вот этот закон, что все возвращается на круги своя. Вот, и вот Хорошо. это энергии взаимодействия, и там эти фигуры черные, как черное пламя. Считывается, что черная магия, магия насилия, агрессии, Мгм, цикл, повторяющийся цикл. мгм. Так, давай, Виктория, посмотрим, кто представляет или кто хозяин этого объекта, который прошил Землю, кто его хозяин, кто представитель его, и приказываем правительству, в какой они форме существовали на тот момент. Но смотри, я вижу, что в секторе интерферентов появляется такой образ, как будто бы такое чудище, ну, как будто бы такой какой-то огромный человек, человекоподобная фигура, весь в доспехах и такими сапогами топчет буквально планету. У него под ногами, я слышу, кусок планеты. То есть вот этот, идет это вот Атлас. Мгм, То есть вот это произошло взаимодействие, и это эта часть, этого, ну, нашего тела нашей планеты, она вот заряжена вот этой энергией вернуться обратно. мгм. А кто... Потому что вот эта плазма, она как живая. Она помнит свое происхождение и, по физическим законам, ну, психическим законам нашей Вселенной оно возвращается, чтобы исцелиться. Мгм. Хорошо, Виктория, да, в тот момент, когда произошел этот, ну, кто представлял Землю в тот момент, когда произошел это прошивание Земли? Что ты имеешь в виду? М, Представлял Землю. а я хочу просмотреть это как проставить всё по своим местам, по Хеллингеру расставить. Есть объект, который вторгся в планету Да. Земля. Есть планета Земля, которая разрешила вторгнуться. Я хочу рассмотреть, какие между ними были, Ты сказал, кто представляет, кто представитель. да, Я вижу, представители Земли. ну, сейчас, в данный момент, мы представляем интересы Земли, потому что М. мы туда смотрим. Кто смотрит, кто принимает решения, тот и представитель. Я хочу рассмотреть вот эту ситуацию, каким образом Земля позволила, что в нее этот объект проявил вот это насилие. Как можно это рассмотреть? Рассмотреть вот это взаимодействие, Да, вот Виктория. этот Мгм. подписанный контракт на Да. эфирном плане. Да, ты правильно сказал. Контракт, по которому Земля разрешила этому объекту, прошил которую Землю, вторгнуться в пространство Земли. Если есть контракт, давай мы его проявим, посмотрим. Я вижу, пошла черная энергия,
к сектору жертвоприношений от магии, от сектора магии, от этой тарелки. И вот эти темные фигурки говорят, нам нужна планета для проживания людей, земной Мгм. цивилизации. Они говорят, что они ее готовят, быть готовыми к удару. Мгм. Что это за люди, которые готовят планету для удара? Давай поговорим с ним. Это не люди, это вот эти Сущности. сейчас, да, эти черные сущности, но они связаны с сектором интерференты. И я вижу, что это в эфирном плане они выглядят, как иногда рисуют инопланетян. И я вижу, что это какая-то древняя. а, Похоже на серых с миндалевидными глазами. Нет, другие. Мне идет, что их зафиксировали шумеры. Мгм. Это шумерская какая-то. Они длинные, головы имеют. Я не уверена, что они в физическом воплощении бывают. Может, они На какие-то каком-то уровне. другие. Сейчас, да, Мгм. они. Вот это идет опять, сопли. То есть они не до как бы физического Не- воплощения до конца не достигли и играют роль. Сопли– это выработка иммунитета, Мгм. секреция. Это взаимодействие, да, и взаимодействие между двумя, между организмом, который стремится к выздоровлению, и взаимодействие с вирусной программой, которая запускает поломку. И также, то есть эта субстанция несет вот такую какую-то двоякую функцию. Мгм. Это и не вирус, и не человек, промежуточная субстанция, которая как бы взаимодействует между этими и этими. Вот так идет, и это большие сущности. Мгм. Я слышу, что они межпланетарного взаимодействия, происхождения. Вот. А, Они управляют взаимодействием между вот этими волнами. А что ж это за волны такие? Море черное. мгм. Посмотри, Виктория, Потеря что... контроля. Мгм. Это энергия, это бушующее море черное, магические энергии, потеря контроля, а, слышу лучезарного разума, вот как лучи идут от звезды от какой-то. Потеря контроля. И образуется вот это море, которое усугубляется и усугубляет хаос. Мгм. Это доисторическая субстанция. До возникновения человека она возникла. Мгм. Она была, считывается, прежде веков. И я буквально вижу то, чувствую, как с этого же пространства считывали. А, это считывается. Вот пришло эта энергия Демиург. Мгм. То есть То Демиург– есть, это как властитель, который управляет темными энергиями. И считывается, что он создал империю зла. Вот это море неспокойное а, считывается как спокойный разум, хаос, мгм. самоуничтожение. И вот этот образ этого воина, упыря,
Мгм. примитивное мышление, то есть Который звериное начало без божественной искры. А вот оно что. То есть это не до конца сформировавшаяся реальность, которая не имеет в себе потенциала сформироваться до Мгм. конца, но которая стремится постоянно захватить вот этот разум, вот эту божественную искру, которая живая субстанция, которая формирует реальность. Потому что эта энергия, она как будто бы разрушающая, и она дестрой, я слышу, то есть разрушает. Мгм. Она вот этот с- э, созидающая энергия, это лучезарная, она заряжена в себе вот такими энергиями сотворять свет и исцелять. И я вижу, что вот эта энергия, как эта сеточка, а вот эти люди, они лица свои разбили, вот это как масочки такие, да, то есть они разбились, Мгм. вот это, об эту реальность магическую. Считывается Да, духовная катастрофа, потому что Вселенная, она энергия, ну, живая, духовная, психическая. А духовность имеет два начала. Люди почему-то думают, когда говорят духовный человек. Духовный человек это он может иметь начало, вот это разрушающее, демоническое, привет. люциферианское, я слышу, или Мгм. наоборот. То есть, по тем плодам, которые он создает, то есть, что он создает? Любовь, гармонию, или Мгм. наоборот, сплетни, разрушение. Можно вот определить, каким духом он наполнен. Или светом, или тьмой. И потому что вся в совокупности Вселенная, она духовная, только имеет вот как бы два начала, два источника. Так, Виктор, и получается, что вот эти демиург, люциферианские энергии пришли вместе с этим объектом, который прошел Землю? Нет, они не пришли вместе. Он это, ну, как бы воспользовался этим, чтобы заключить договор с землянами, я слышу. Мгм. Но людей я не вижу на этой земле. Я вижу ее, как будто она формируется. Она как будто бы еще рождается. Мгм. То есть процесс, она еще в таких нежных энергиях находится. На стадии рождения, как бы, да? Нет, она, может, и существовала уже, но она еще как бы не созрела для проживания людей. Не было сформировано до конца вот этого всего. Мгм. Хорошо, мы можем тогда Но поговорить с духовные Землей. сущности уже были. Я вижу, как смотрят вокруг этой формирующейся планеты такие огромные сущности, светлые. Они смотрят, оно считывается, что они как будто бы держат их, планету, вот так все в одних руках. Считывается, что формирующаяся реальность. Мгм. Этот, который, это выглядит, ну, ассоциация у меня такая идет. Ну, знаешь, как будто застеклили стекло, сделали порядок в квартире, сделали ремонт, а кто-то бросил из улицы камень, разбил окно, и пожар начался. То есть как хулиган, провокация.
Мгм. И я вижу, Хорошо. что в этом моменте был заключен договор, как бы это получилась как бы зацепка, идет мне люминесценция. Сейчас. Мгм. Оно постоянно зафиксировано, и я слышу, что в природе заложен вот этот сегмент, то есть в генетической памяти самой природы заложен вот этот инцидент, и я вижу, что вот этот кусок, который застрял в планете, он как бы заряжен такой негативной энергией, которая буквально запечатлила этот контракт, который потом это взаимодействие со злом. Фу. И Мгм. вот это я вижу как сопли, да, то есть получение опыт, который должен был пройти благополучно для Земли и для человечества, он получил вторжение извне. То есть завязалась зацепка магии. Потому что по М, конам Вселенной никто не несет ответственность за чужие решения. А тут получилось это насилие, и получился судебный прецедент. Адвокат получился, я м, слышу. То есть вот этот Люцифер, Демиург, он стал адвокатом. У кого? Кого он стал адвокатом? Он стал адвокатом вообще у всей этой темной реальности. Интересно мне вот это Демиург и Люцифер — это одно и то же? Та информация. Одно ли то же — это энергия. Да, энергия одна и та же, но разные Чем-то они плоскости реальности. чем Да, он не отличается? сейчас я посмотрю. Люцифер, он выглядит в эфирном плане как источник, как одна точка там глубоко внизу. Мгм. Демиург выглядит как шумерская таблица. Опять идет шумерская таблица. Вот. А, М, я Как слышу можно свод законов Люцифера. Это такая энергетическая субстанция, которая рождает буквально. Я вижу, как с этой субстанцией это как будто бы такой огромный летающий корабль, который считывается вот это все вместе, как шумерская цивилизация. С нее вылетают. А почему именно шумерская? почему шумерская? Я слышу, что тогда были открыты врата ада, и люди напрямую общались. Я вижу, для них все пространства были открыты, и люди как бы коммуницировали и с этими духовными сущностями, и они понимали глубину происходящего, они изучали и все записывали. И именно там произошла подмена, я слышу, а, цивилизаций, понятий. Это, Вот эта зацепка? адвокатура, да, то есть вот это. Мгм. То есть в тот момент, когда была шумерская цивилизация, то было внедрено вот это адвокатство, то есть защитник вот этот темных энергий, который буквально, я слышу, провоцировал. И сразу М, мне почему-то пришла вот это, как сегодня ночью, да, как с Белоруссии вылетели эти а, дроны. дроны, и 20 дронов, и долетели там до Варшавы, и, короче,
м, то есть Польша. провокация была, да, в польское, ну, в пространство Мгм. НАТО. То есть это испытание, ну, проба на прочность, образно говоря. И это что? Ну, это провокация. Такие же энергии вот здесь есть. Это адвокатура, то есть эти а, заложены были законы логики, защищающие фактически Демиурга и вот это бушующее море, это угнетенное сознание. Ну, потому что чистое сознание рождает чистоту, мир, спокойствие. А вот это угнетенное, оно так идет мне. Теперь понятно. Угнетенный хочет угнетать всех, да? Мгм. Получается, что Люцифер, он защищает интересы этого Черного моря, этого угнетающего сознания, этой матрицы. Ну да, то есть, конечно же, так и бывает. Ну, всегда так бывает. То Мгм. есть выстроена эта система власти, которая защищает, по сути, я слышу люциферианскую динамику. Мгм. То есть вот эти паттерны, которые повторяются, и опять это спираль. То есть все стремится, с одной стороны, к завершению, потому что внутренний целитель нашего всего пространства стремится к исцелению всего, чего бы то ни было, материи, духа, э, Мгм. всего, да, и потому что голографически заложена уже изначальная цельность, целостность, гармония. И любое вот это повреждение имеет в себе два начала. С одной стороны восстановиться, а с другой стороны то, что мешает восстановиться, вот это опять идет адвокатура Люцифера. То есть вот эта система э, манипуляций, система магии, система провокаций, которая препятствует. М. О, это как раз как вчера. Я это видео сегодня выложу. Я записала наше видео, наш разговор с тобой. А, ну, об этих нюансах, когда человек, вот на примере Виктора, да, вот он Мгм. очищался, и в самый такой важный момент ему подсовывают испытания, то есть испытание его прочности, что он выберет. Или опять вернется к эзотерическому, магическому мышлению и сделает этот ритуал, или поверит в себя и сделает правильный выбор в пользу своей лучезарной души. Так и идет. То есть это пример того, как это происходит. То же самое, вот я вижу прямо сейчас пришел этот образ. э, м, Майдан в 2014 году в Украине. Как только Украина захотела узаконить свою независимость и стать частью европейского цивилизованного мира, то тут же путинская власть включила агрессию и Мгм. оккупировали Крым, Донбасс. То есть вот это как работает на всех уровнях. И здесь я вижу на уровне сознания всего человечества происходит, оно так и звучит, баррикада. То есть вот этот объект, который летит, это как препятствие, как баррикада против, я слышу, установления сынов света, установление, восстановление сынов света. И они буквально выходят, вот эти творцы, которые держали на своих руках формирующуюся планету, М. вот, то это как бы задействована вот эта адвокатура, это препятствие для того, чтобы разрушить планету и не дать, а, я слышу, вырасти новому поколению
человека разума. И я вижу, что вот этот образ идет как человеки, как будто они вот эти в черных скафандрах с этими масками. Это символизирует вот современного человека, который не знает, кто он, только маски носит на себе. Вот. А вырастают вот Должно. эти м, Мгм. как духовные сущности, и вот разум, человек разума, и у него как вот это свет, где мозг, и который распространяется по всему телу, и эти человеки вот так шух, шух, вылетают с этого темного пространства, и таким образом это море хиреет, то Мгм. есть утрачивает силу, потому что этот хаос держится только на а, разрешении ему продолжаться. Мгм. Давай, Виктория, посмотрим контракт. Это, наверное, контракт между вот этими О, творцами. земля! Мгм. Вот она говорит вот это, что энергия, которую я слышу как плазма, она считывается как геологическая и, вот, и в то же время разумная. Она помнит, у нее есть память и способность коммуницировать. Вот я вижу, вот как мой телепатический канал, это как ручка такая, и такие лапки, как будто бы у кошечки, мягкая, без коготочков, да? Мгм. И у нее, вот она вот так тоже лапку такую ко мне и говорит, как будто бы мурлыкает. Она говорит. Она говорит, что ее заставили и показывает, как она кушает, проглотить, говорит, демоническую субстанцию. Мгм. Говорит, носить в себе и вот так вот показывает. Как будто бы как будто бы она беременная этим камнем, и этот камень стремится, с одной стороны, вернуться к темному источнику, вывалиться из нее, а светлая субстанция, она стремится вернуться и заместить, как бы залатать этот изъян. Мгм. А И спроси опять у говорит, вот я Ага. посмотрела, говорит, они заставили меня съесть, носить в себе. Мгм. Говорит, А демографическую усталость. Показывает это море бушующее. а этот объект сейчас, он где в Земле находится? Энергетически он находится внизу, там, где, Полюс? там, где, Южный полюс? там, где Южный полюс. Мгм. Хорошо. Тогда давай посмотрим. А, Земля сказала, что ее заставили проглотить эту субстанцию. Да. Спроси у Землю, каким образом ее заставили это сделать? А а я вижу, как она видит этот удар и пытается защититься. Сейчас я спрошу Мгм. ее. Я вижу, что они считываются боги, сыновья, боги, начинают советоваться между собой, и у каждого из них на левом плече получается какая-то как ниточка, привязочка именно а, к этой субстанции. Вот правильно ты сказал, что задействованы стороны, и эти боги тоже, Мгм. творцы. Так, и что они на этом? Я м, вижу, что закладывается тогда вот эта вся, я слышу, периферия цивилизации, как шар такой большой, это на периферии,
такого пространства, Мгм. а, глобального, Вселенной. Это как на периферии. Так, и на этом М. совете они то у них был, Почему на периферии? Я сейчас рассматриваю. Потому да? что эта глыба, она прилетела именно с другого пространства, не с этой планеты, ну, не с этой Вселенной, буквально вот это опять идет, вот это в секторе интерферентов, это новообразование. Вот это Я опять, поправлю для зрителей, что это прилетел не 3i Atlas, а тот объект, который прошел Землю, да, чтобы не и опять вот перепутать. это как хулиганство, да, то есть оно вот прилетело, вот как люди себе живут в своем пространстве, а камень прилетает в окно, потому что какой-то хулиган вторгся, проявил магию, проявил насилие. Точно так Мгм. же и здесь. Я вижу, что это буквально вот в секторе интерферента, вот этот демиург, сознание люциферианского мира, который он создал, деградирующего, буквально берет осколки и бросает. Он запустил процессы хаоса во Вселенной. Мгм. Вместо этого камня, который вонзился в землю, соответственно, а, Они вылетел. получили, да, они получили взамен вот эту энергию, вот эту субстанцию, которая является, ну вот тебе и магия. Вот начало всей магии. Мгм. Получилось вот это как шар. Помнишь картинки, где ведьмы там смотрят в шарик? Ага. Да, то есть вот Хрустальный. хрустальный шарик. И вот эта субстанция, она в себе несет вот эту код взаимодействия, то есть вот этот контракт. Там прописана вот абсолютно вся история. Это голографическая, ну, это ну, что такое голографическое пространство? Наше пространство, вот часть, если отколоть от целого, то несет информацию о всем целом. И мне идет такая метафора, что вот стеклянный, например, шар, да, если от него кусочек отколоть, то и дураку понятно, что это стекло. И очень легко определить, откуда оно, этот кусок от этого шара был отломлен. Но Мгм. это примитивно. В эфирном пространстве это работает так, что каждая клеточка нашего организма, например, или клеточка там растения или животного или чего-то еще, несет информацию о целом организме и о всей Вселенной, о всех взаимодействиях. То есть, получив доступ к этой информации, они получили доступ вообще к всем проекциям, ко всем вариантам развития событий, получили доступ вот этих темных пророчеств, где они видели светлые варианты, то, как миссия каждой души стремится решить этот вопрос, вернуть целостность, и они предугадывали это и мешали. Вот. И отсюда же я вижу вот эти пророки, гадатели, вот это все отсюда оно и идет. Потому что они Аж получили доступ, но у них цель-то какая? Все определяет цель. У них цель – это адвокаты, они адвокаты Люцифера. И все их прогнозы, пророчества, а также вот эти гадания, предвидения, гороскопы – это все попытки оправдать насильника, то есть вывести события таким образом, чтобы не дать освободиться душе, всему человечеству.
И вот Мгм. это начало всего этого магического, эзотерического мышления, которое по своей сути имеет целью не дать живым душам освободиться от контрактов. И вот это начало. Мгм. Вернись, Виктория, к совету богов, которые увидели этот объект, что на совете они между собой там решили. Я слышу дать показать а, время. А, Говорят, время. для чего? Кто там из них главный, Виктория? Когда ты это сказал, то я вижу, что они все расступились вот так вот, как шеренга, Мгм. и там, и вот так стоят, а между ними такой, как луч, а там вдалеке, как трон как будто бы стоит. Считывается город святых. Мгм. Так, Там трон стоит. кто на троне? Ты хочешь, чтобы я смотрела? Хм. Ну, хотим выяснить контракт, как, какие условия, кто с кем, как, о чем договорились, чтобы понять. Он не участвует. Мгм. Вот Он, это очень это тот, кого мы Богом называем, Всевышним. Творец всего света. Творец творцов. Мгм. Это как отец этих. Я слышу, что он дал выбор. Мгм. Он дал решить самим. Свобода выбора. Он дал возможность решить, выбрать людям самим. Он положил предел существованию зла. Вот так вот. Говорит, что он положил предел существованию зла, а, укрепил границы Люцифера. Я вижу, что это, ну, как будто бы вот действительная граница. Говорит, укрепил. М. Как А, карантин. да, дали пользу, для пользы. И это вокруг, не только вокруг вообще нашей Солнечной системы. Мгм. Это точно как карантин, это как можно еще назвать как эксперимент, но это грубо говоря, это не эксперимент, потому что эксперимент предлагает, ну, посмотрим, что с этого получится. Но здесь этих энергий нет. Здесь есть энергия, что он знает, как будет, как должно быть, и э, допустил зло для того, чтобы потом вышло всем добро. Но это приблизительно можно объяснить, как мы позволяем себе сделать операцию, там, удалить этот аппендикс для того, чтобы сохранить жизнь. Мгм. Ну, что-то такое. То есть пережить боль для того, чтобы сохранить целостность. Мне идет вот эта война в Украине, ну или в другой стране, война за независимость и война за целостность. Люди позволяют погибнуть, разрушение перенести ради того, чтобы сохранить целостность государства в данном случае. Вот. Работает одинаково на всех уровнях, точно так же на вселенском уровне. Это я слышу, а,
эти адвокаты говорят, Демиург прав. Вот это эти маги, эти колдуны, эзотерики, вот эти политики, вот это вся система заблуждения, это море бушующее. У них заложена программа защищать этого демиурга. Мгм. А с другой стороны, Виктория, ты там тоже присутствуешь среди этих совещающихся богов? Да. М, Как это интересно. Я почему-то посмотрела, нашла себя и слышу мать. И вижу, что от меня отходят такие, как много, миллионы ниточек с такими шариками. м, Ну я тебя, а что это за шарики? Она считывается как души. И вот эти все творцы, которые творят, они как бы голографическая копия Всевышнего, и они рождают души. м. То есть как это получается? Не все сразу души были созданы. Как Нет, веточки не на дерево. все. Нет, не все души были созданы. Они были созданы, вот эти творцы, а потом они как бы отпучковывали души, то есть рождали новые. А опыт и взаимодействие помогал этим душам обретать разнообразие и опыт. Мгм. А я тебя нашла. О, ты такой же, как я, с этими. Знаешь, как яблонька. О, вот Мгм. откуда это образ рай, яблочки. О, Мгм. все творцы, как яблоньки с такими яблочками. Творцы Там душ. и наши друзья из сеансов тоже там находятся. Но я так не могу всех найти, надо конкретно искать. Маргариту увидела. Она Мгм. считывается первая. Она как будто бы вот была в тени, а потом раз и вышла. Наталья там выглядывает. Да, Так это приятно. вот там, а мы отсюда смотрим как бы сами на себя. Как это интересно. Мгм. Так, ну давай, будем смотреть на эти контракты. Мгм. Давай проявим контракты, которые были заключены. Там один или несколько было. Ну, это магический контракт на Мгм. утрату созидающей силы. Проявим этот контракт на свет. Давай его расстелим, посмотрим на условия этого Я вижу, контракта. что сейчас получается, что как будто бы вот эти творцы пинцетом вот так достают вот этот кусок, который там застрял, как будто бы ненужный орган из человека вытаскивают. И там эти такие энергии текучие. И это на блюдечке вот положили, как будто бы считывается как сердце. Вот. Это вытащили как вот этот i3 Atlas, вот этот кусочек сейчас, который с энергиями имеется в виду. Нет, который застрял там. Ага, вот этот объект, который Да, потому прошел. что Мгм. он выглядит в эфирном пространстве как сердце, которое вот отрезано от вен, от всего, искусственное. Ну, как кусок камень, это кусок от какой-то глыбы, да? Да.
И вот это как сердце, которое вот так вот отрезано на блюдечке и стучит, вот так движется, как живое. Считывается, что это сердце демиурга. Поддаться, то есть это момент, когда и вижу, как эти все творцы вот, снимаем с левого плеча, вот буквально как зацепку черную. И как, это как крючки, которыми рыбок ловят. И я вижу, как эти крючки утягиваются, как резинка, в это сердце. И это сердце уже не выглядит как живое, как бы человеческое или какое-то, да, М, а оно так скукожилось, и такая черная энергия потекла. А почему вот вообще-то разрешили вторгнуться и испортить вот это? Да, давай контракт разберем. Ам, Да, это связано с этой историей, да, свобода воли. Мгм. То есть это вторжение на физическом плане. Это не просто так. Это просто открылся какой-то момент. Ну, это, образно говоря, опять я вижу эту метафору. Ну, если люди делают ремонт на первом этаже в своей квартире, а там вот постоянно ходит хулиган, то рано или М, поздно он это сделает. Или как украинскую девушку на днях маньяк убил в метро э, в Нью-Йорке. м. А, Как? Давай в контракте, как посмотрим, какие условия были, Я слышу добыть бесценный дар добродетеля. какие доводы были у этого демиурга, Ну а зачем разбираться в его шизофрении? что он предъявил. Он предъявил, что это нужно для развития. Он Мгм. говорит будущей цивилизации. И я вижу где-то идет слово Месопотамия. И в проекции уже тогда была эта вся история человечества заложена. И вот я вижу, как такой Так, шарик, что было? и уже образуется Внедрение, э, реальность, где вот эта библейская зарождение. история, она что же это метафорический образ, не надо это все буквально воспринимать, про то, как Еву там соблазнил этот змей. А он соблазнил потому, что уже был прецедент, да, вот это сердце, которое билось, то есть это зацепка, то есть эти энергии, они уже Мгм. были. Он как бы творец тоже, он как бы дал такую идею тогда, что вот это хорошо будет типа для развития будущего человечества. Это как колыбельку, мне идет образ колыбельку, которую готовят для принятия, когда родится ребеночек. А кто-то берет и выламывает один М. прутик. И через это вот потом этот ребенок ножку ну, как бы а, смог Ну, выпасть. или холод туда какие-то Да, да. То есть это там. такой образ идет, как повредить колыбель человечества. И я вижу, что до того момента, когда была вот эта ситуация с людьми, с живыми, с живой цивилизацией, живых людей, когда они сознательно, будучи совершенными, сделали неправильный выбор, то есть не попали в цель, грех родился.
Грех — это не попасть в Мгм. цель, то есть потерять целостность, другими словами. Да. То вот, это было как бы до этого заложена эта бомба медленного действия. Мгм. Так, и вот этот, значит, он предъявил, что нужно для развития, этого человечества. А что с нашей стороны, что мы им ответили? Я вижу, что, в тот момент, как будто бы в космосе происходило такое, что постоянно кто-то кого-то ударял. Вот эти объекты летали постоянно и ударяли друг друга. Формирование реальности происходило только. Мгм. Вот. Так, как это каким образом это связано с контрактом? М, Поговори, с тобой поговорит, когда ты заключала контракт. А, Это похоже, это не похоже на болезнь, это не похоже на контракт, это похоже на удар, м, нападение. Нападение никто себе не заказывает. мгм, Никто не хочет, чтобы его кто-то ударил или убил. Но есть такие случаи, когда есть, вот оно, я слышу, мгновенная смерть. То есть это насилие, это магия. То есть здесь идет не двухстороннее соглашение, а насилие одностороннее. Вот мгм, давить, вот этот образ давить. Это как манипуляция. Агрессия, манипуляция, магия — это одно и то же. То есть распознавать нужно манипуляции, потому что они проявляются в разной форме. Есть манипуляция, проявленная агрессией, да, ударил, убил, еще что-то сделал. А есть манипуляция словесная, энергетическая, вот как маги делают. мгм, Они мило улыбаются, да, масочки эти носят, маски, да, мило улыбаются. Вот, сегодня такой-то день, вам обязательно нужно соли насыпать, по ней потоптаться, еще что-то сделать, потому что другого шанса нет. То есть идет умаление человеческой роли, его сознания, как творческой силы. Это идет как раз это адвокатство, люциферианство, который м, говорит: человек сделал неправильно, вот ему нужна соль, ему нужна манипуляция, им нужно управлять. Люди ж так и говорят: нам нужен еще один Сталин. То есть это магическое мышление. То есть люди, которые не способны мыслить как свободные творцы, мыслят как рабы. м. Вот. Точно так Так, же и вот эта вся магия. Но это никто, как говорится, опять мне идет, никто не заказывал. Это было м, заложено, мне идет сейчас, подожди, это да, было заложено Творцом, но о котором как бы не могли осознать и не могли понять как бы его поколение детей, творцов, потому что у них не было опыта. Ну, я не знаю, мне идет, что не обратили внимания, должного внимания на этот процесс. это Но когда частая это история. случилось, Мгм. они все начали смотреть, образовалась привязка. Так, И это связано с тем, что каждая вот эта, и не только вот эти творцы, которые творили землю, но тех души, которые они, ну, как бы родили уже, они тоже получили по наследству вот эту привязку а, к этому демиургу. Это завязка, как бы взаимоотношения. мгм.
А если бы не обращали внимания на это? А я вижу, ну, они так и сделали. То есть, с одной стороны, эти боги как Допустили. будто бы потонули. Мгм. То есть они проигнорировали, э, потому что они не знали. Они проигнорировали, и поэтому получилось вот это, эти боги, которых я видела, как они выходят, которым препятствуют эти демиурги, да, ну, они Мгм. как бы вижу, как проваливаются, как будто бы в трясину, в болото. Хорошо. Так, а какие последствия этого, что касается этого объекта, Айтриатлас, с живой энергией, которая вышла из Земли? Что это обозначило в тот момент, что мы потеряли эти частицы? Ну, с одной стороны, это опыт цивилизаций, да, и творцов, Мгм. взаимодействия, да, и получили опыт, потому что я вижу, как это сердце, то есть мы его вынимаем, то есть меняем свое решение и не позволяем вторгаться агрессии в пространство, и мы запрещаем, да, то есть делаем выбор. Какой мы выбор сейчас сделаем? Да, мы Что мы обогатились этой выбираем? Выбираем опытом, агрессию, подчиняться агрессии или выбираем свет, гармонию, процветание, целостность? Мы выбираем целостность для нашего пространства живого, целостность выбираем своего, целостность, своих гармонию, личных пространств, истину, гармоний, отдаем карму за счастье, вторжение, да, отдаем карму. возвращаем целостность своего сознания человеческому сознанию. Ну вот, видишь, сейчас мне идет. Почему мы с тобой вот этим занимаемся? Чтобы восстановить целостность, Мгм. Да, то есть каждый передаем несет информацию. собственную Да. личную ответственность, потому что свободу выбора никто не отменял. И каждый человек на своем уровне должен принять решение. И сейчас мы дошли до этой границы, которую положил Всевышний, для того, чтобы сделать окончательный выбор. Мы выбираем руководство, власть кона в любви или М, магическую власть Люцифера. Вот перед каким выбором стоит сейчас человечество. Или жизнь, или смерть. Мы выбираем жизнь, руководство и власть первоисточника, первотворца, отдаем карму за вмешательство, ложь и манипуляции всему антимиру, Люциферу, Демиургу. Мы выбираем власть первоисточника, первотворца жизни, гармонии, процветания. Мы выбрали это, получили опыт, сделали осознанный выбор. И снимаем с себя любую ответственность. Этих всех адвокатов отправляем в отставку, потому что мы не ответственны, никто не ответственный за магическое вмешательство. Мы убираем все эти зацепки в своих собственных душах, в душах, в телах, в сознании, в памяти тех душ, которых мы родили, всего нашего божественного человечества, нашей планеты, биосферы, ноосферы, очищаем полностью. Я слышу, вытираем слезы обездоленных человеков, то есть возвращается все на свои на круги своя. А каждый м, получит компенсацию. О, это же так работает и на физике. Вот немцы напали на мир, мир, потом миру выплачивали репарации. Контрибуция. Мгм. Да, точно так же и Да. Россия будет выплачивать репарации. И я думаю, не только Украине, и Грузии, и Молдове, и Сирии, и всем тем странам, которым э, навредили, этот коммунизм навредил. Хорошо, Виктор. Вот. Так, передаем Так. информацию живым душам. Мгм. Эту информацию об этом споре. Пусть они тоже все решают.
О, согласно их воле. знаешь, что мы делаем? Друг другу вот так вот радуемся. А, М. а, вот. А посмотри, Виктория, что происходит с этой энергией на этом 3i Atlas. Возвращается ли она? А, сейчас в это, где она там летит, Да, которую ты видела, но живая я вот энергия на вижу, этом. почему она меняет свою траекторию. Мгм. Почему? Она то тормозит, то летит, потому что это как живая субстанция. И она М. зависит от мышления, от воли человека. И я вижу, что вот эти адвокаты, так называемые, да, эти маги, колдуны, насильники, они тоже воздействуют на движение этого объекта. Они же, вот я вижу, подготавливали к этому моменту. Но мы отменяем, мы этот атлас, энергию божественную, которая была потеряна, Возвращаем. возвращаем. Вот этот шар забираем у демиурга с рук. Он не имеет права видеть Мгм. Все эти будущее, варианты да, наши, да. наш проект. Запрещаем воздействие, а эту чужеродную энергию опять такой образ, как пинцетом вытаскиваем, да. И я вижу, как зарастает эта рана и отменяется эта Мгм. катастрофа. И Мгм. я вижу, как на планете вот это все восстанавливается, и буквально мы планету вот так руками переносим в верхнее пространство, забираем отсюда. Мгм. То есть, Очищаем. да, и возвращаем вот это. Это была угроза человеческой цивилизации, потому что а, оно считывается пошлый разум демиурга, да, у него нет кнопки. Ну, шизофреники это кто? Это те люди, которые разрешили вот этим темным энергиям взять над их разумом власть, то есть одержимые этой деструктивной, разрушающей энергией. Они свою жизнь разрушают и все вокруг. Чем наполнено сердце, то мы и сотворяем. Мы все творцы. Вот. И мы разрушаем всю эту энергию, передаем информацию всем живым душам, чтобы каждый человек выбрал жизнь, гармонию, чистоту и М. отрицал, отказывался от магического мышления, от магии, от насилия, от манипуляций. Приказываем прекратить все войны немедленно, все манипуляции, Да. все зацепки Отдаем убираем, их нету. весь этот дух, матрицу антимира, дух деструктивный отдаем хозяину И и карму. карму отдаем и Мгм. забираем все наши живые частички души, наш свет, нашу энергию, отделяем. Мгм. Отлично. А, Такой еще вопрос. Это третий объект. Был какой-то Ома, какой-то такой объект тоже, который он тоже имеет м, Земли природу. Ну, ты хочешь, чтобы мы сразу еще одно расследование делали? Я думаю, это подобный объект, просто убедиться, имеет ли он такой же или не имеет. А Найди, это что за Виктория. объект? Это такой же объект, который тоже влетел в наше космическое пространство. А этот, который мы смотрели, это третий объект, а там еще было их два. Ну, когда ты А, сказал вот этот объект, то мгм. он похож на стекло, как лед, стекло.
Есть ли там живые энергии? Нет, это как программы, вот это, как я вижу, это как лед замороженное. Оно Мгм. тоже имеет отношение, это к многомерному пространству. Оно тоже хранит как эту. Давай растаем этот лед Мгм. Давай мы, да, как лучше сделаем. на свет, Мгм. Проявляем вытаскиваем. на свет, Да. проявляем на свет, отделяем живое к живому, темное к темному. Темное Я можем вижу, что растворить. оно вот так подняли, как свет у первоисточника, а, и там как будто бы вылезли такие пауки черные. Считывается, что это как, Мгм. Так. как банк информации, как компьютер, а, М. создатель а, матрицы безобразия. Приказываем этим всем сущностям, всем этим энергиям возвращаться к ихнему хозяину, выталкиваем из нашего пространства живого. Я передаю, что мы получили достаточно опыта, мы уже все поняли, кто есть Мгм. кто, и выбираем добро, жизнь, гармонию, процветание. И запрещаем магическое насилие, влияние, насилие, агрессию, и отправляем, приказываем этим всем насильникам забирать их энергии, этому Люциферу, этому всему, их же руками все воздействие от нашей планетарной системы, от нашей планеты и от нашего человеческого разума, от ноосферы. Это Мгм. буквально как спрут, который лапищами захватил. Я передаю, что против воли божественных душ никто не имеет права сопротивляться. Это наш выбор, и против выбора не имеет никакого оружия. Мы выбираем свет, гармонию, процветание, иконы Всевышнего, любви, гармонии. Ну, так, и еще то же самое, еще комета или астероид, называемый Борисов, то же самое, этот объект растворяем, очищаем, свет Он светлый, как-то тьма к нему. крутится, вот так вот переворачивается. Он летит и крутится. Мы тоже наполняем все объекты во Вселенной светом, Проявляем на гармонией. свет. Мгм. Да. И запрещаем магическое воздействие, запрещаем препятствовать освобождению разума человеческого, освобождению животного мира, освобождению всей нашей ноосферы, биосферы на нашей планете Земля и на всех планетах нашей Солнечной системы. Восстанавливаем гармонию, баланс, Мгм. процветание. Так, у Виктории последний вопрос. Это спутник Земли, Луна. Посмотри, есть ли от этого объекта воздействие на Землю. Ну, я уже почти, почти уже вышла. Хорошо, мы Думаю, этот что вопрос это тогда нужно. на следующий сеанс оставим. Да, не все сразу. Я просто вышла, уже слышу, тут стучат. Мгм. Очисти, Виктория, пространство, Мгм. отсоединись от всех и всего. Да, Твое пространство тоже посмотри, все проверь. чисто. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Распространяем информацию к всем живым душам по эфирному пространству. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Я даже не мог даже предположить, насколько это будет серьезно. Представляешь, 36 миллионов лет назад.